Что нас ждет дальше? Новая стратегия США на Ближнем Востоке сосредоточена на обеспечении их экономической безопасности, тесно связанной со стабильностью поставок нефти и газа из арабских монархий Персидского залива. Нам зачем там база? Если кого-то надо достать, мы и так достанем. Сланцевая революция предоставила США некоторую независимость в энергетических вопросах, однако стабильные поставки ресурсов из ближневосточного региона сохраняют для Америки жизненно важное значение. Вашингтон стремится создать новый Ближний Восток, в центре которого будет Израиль, его главный военный союзник. Израиль не только станет транзитной точкой для арабской нефти в порты Средиземного моря, но также послужит стратегическим элементом противостояния Ирану. Для поддержки своих интересов в регионе США построили крупнейшую в мире сеть военных баз. Американские контингенты размещены в ключевых странах, включая Бахрейн, Ирак, Иорданию, Катар, Кувейт, Оман, Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию, что обеспечивает им возможность давления на местные правительства и способность к потенциальным действиям против Ирана. В рамках глобальной конкурентной борьбы США активно переключают внимание с Европы на Азию. Вашингтон планирует противостоять китайскому проекту «Один пояс, один путь» и российскому «Север-Юг» с помощью экономического коридора Индия, Ближний Восток, Европа. Это делает Ближний Восток логистическим хабом для американских и индийских компаний, стремящихся ограничить влияние Пекина и Москвы. Однако реализация этой стратегии сталкивается с серьезными вызовами, в частности со стороны России и Ирана. США совместно с Турцией пытаются вытеснить Москву и Тегеран из Сирии, что становится возможным в свете отвлечения внимания России на Украину. Базы. Вы знаете, у нас тоже разные подходы есть к этому. Кто-то считает в Европе, в Штатах. Мы много раз слышали уже об этом. Ну вот, ваши интересы там будут учтены. Хотите, база ваша там останется. Да я вообще не знаю, нам нужна там база-то или нет. Нам зачем там база? Если кого-то надо достать, мы и так достанем. В перспективе американцы могли бы предложить Ирану сделку о частичном ослаблении санкций в обмен на снижение его влияния в регионе. Вполне вероятно, что судьба Ближнего Востока окажется на повестке переговоров между мировыми лидерами после инаугурации Трампа. Как вы думаете, чем закончится противостояние в регионе?